пульт. Ну чё, это наш маршрут. Кто смотрел предыдущую часть, помнит, что мы были во Владимире, Ватой, Нижний Новгород, Букет Чувашии, Казань. А вот, кстати, я. Эти четверо даже и не думали, что нас уже пятеро. В июле решили В то время я уже прокатиться по был родной тут России. уже вот с этим парнем. Заодно будет повод открыть новый каким? плейлист в моем YouTube-канале. Вот с этим. Вот с этим. Чтобы вам быть в курсе, что произошло дальше, вы должны подписаться. Поверь мне. Today's gonna look good with the frame around it. Like a dream come true, so glad we found it. Sunshine through the window pane. Hear music when you speak my name. There's a rhythm of a life here in the moment, so let's own it. It's gonna be a good day. It's gonna be a good night. It's gonna be a good day with you by my side. All we gotta do is wake up. All we gotta do is wake up now. That's a bottle we can shake up. Shake it up, pass it all around. Димарик захотел пивка. Человек пиво Be a поглотит. good night. It's gonna be a good day. It's gonna be a good night. Вот очередная остановка алкоголичная. Ну а чё? Возле Горько. Горько. Я же везде пью свое пиво. So let's light this night like a Roman candle. And you look so perfect, I can't stand it anymore. I'll spin you around these stars. Close enough, I can feel your heart. Улица Ульянова, это улица с односторонним движением, вам нужно It's будет... gonna be a good day. It's gonna be a good night. It's gonna be a good day with you by my side. All we gotta do is wake up. All we gotta do is wake up now. Now's a bottle we can shake up. Shake it up, pass it all around. It's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Приехали в центр, в Я центральный. думал, что сначала, что вот новый день будет. Gonna be a good night. Слушай, да тут вообще парковка лакшери. Shake it up, pass it all around. So shake, Это Макс, shake который it up, не ожидал, что dance нас будет until четверо. we all fall down. So shake, shake it up, pass it all Хочу сказать одно. Мы уехали shake, shake. из Москвы. Там была такая жесть. 17 градусов, все темно на целую неделю. И приехали в такое пекло, 34 градуса. И нас поселили в лакшери вилледж. Мы находимся в круглосуточном спаре. Мощном спаре. Огромнейшем спаре. И мы с Димариком взяли вот такое немецкое, литовское и литовское. It's gonna be a good day. Gonna be Порту! Квиз! It's gonna be a good day with you by my side. Я правильно понимаю, что вот это Кремль, да? Да. Вот это Кремль. Красота, ребята. Красотища. Очень уютненько. Ну, конечно, Раша есть Раша. Покосившиеся стены, неухоженность. С загранкой бы так бы не поступили. Но я думаю, все будет хорошо. Вадим, покажи, пожалуйста, список витаминов, которые ты сейчас потребил. Витамины слева. О, витамины. Шутка, ха-ха, хихи, успокоились.
Валерий Чкалов пролетал вот на тему. Может, тебе кажется просто? Скорее всего, да. Он с Волги, и такая у него душа. Что за болван? Летать над Ленинградом запрещено. Сам Чкалов, с памятника которого я начал рассказ, родился в селе Василево Нижегородской губернии, ныне город Чкаловск. Командир экипажа самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер, штат Вашингтон. А пролет под мостом, который упомянул Вадим, был в Санкт-Петербурге, под Троицким мостом. Этот эпизод был показан в художественном фильме о жизни летчика и стала самой романтичной легендой о народном герое, так как свидетельств очевидцев о такой выходке Валерия Чкалова нет. И ни сам он, ни его жена никогда об этом не рассказывали. Я бы даже вот потанцевал бы под такой... Слова. Ну, слова поэт неизвестный. Если повернете направо, увидите 5-метровую скульптуру оленя, хотя олени здесь не водились. По мнению некоторых экспертов, изначально на гербе Нижнего Новгорода был лось. Вот они-то и обитали с давних времен. Дальше километр через два упрете канатную дорогу, которая имеет длину 3661 метр и самый длинный пролет над водой в России и Европе 861 метр. И соединяется с городом Бор, в котором ничего интересного. Там, где ока обнимается с Волгой рекой, город стоит, так похожий на светлый сон. Нижний Новгород называется он. Волга, а вот это ока. Да, вон там. Это 6 оборотов. Пробуем. Литва. А есть небольшой привкус какого-то типа вайса, но не вайс, 6 оборотов. Это светлое, просто фильтрованное. Алюс, да. Обыкновенный лагерь. Ну ничего, для коллекции. От памятника Валерия Чкалову к Волге идет Чкаловская лестница длиной 150 метров. Причем ступенек на одной стороне больше, если считать восьмерку. 442 по правой стороне и 443 по левой, соответственно. А вообще их 560. Она являлась самой длинной лестницей в России до присоединения Крыма. Для справки, в Крыму у лестницы 785 ступенек, ей 110 лет, она вырублена в скале от Яшмового пляжа до Свято-Георгиевского монастыря. Так вот, лестница в Нижнем упирается в катер-герой, установлен в 1985 году. Он участвовал в 2 войнах, гражданской и отечественной. Правильно будет сказать, что она соединяет Верхневолжскую и Нижневолжскую набережную. Саму лестницу планировалось назвать Сталинградской, так как в 1943 году был заложен ее первый камень. Бытует мнение, что восьмерка лестницы символизирует котел, в который попали немцы. Строительство привлекли местное население и большое число пленных немцев, но торжественное открытие состоялось в 1949 году. Интересные факты. Именно в Нижнем Новгороде в 1896 году впервые в стране был запущен трамвай. Соответствующий указ дал Николай II. Станция метро Московская считается самой широкой станцией в России. Основатель Нижнего Новгорода Юрий Всеволодович, третий сын великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, причислен к лику святых, чьи мощи покоятся в Успенском соборе города Владимир. Об этом я рассказывал в предыдущей части. Так, ребят, Нижний Новгород – это бывший Горький. Поэтому мы сейчас находимся в Горьком. Ниже по течению у нас идет, ну, наверное, там, что там, может быть, Казань. Казань. А вверх, там у нас Владимир, где мы Кострома. Были? Во Владимире нет Волги, ребята. Да, как вот так, Русское географическое общество. Да. Вот экскурсовод, все рассказал, все разложил. Какая красота. Что говорить, я люблю Петербург и Москву, и
разлюбить их не в силах, покуда я живу. Нижний Новгород, хорошо, что ты есть. С погодой повезло. Очень классно. Где живете? В палатах? Смотри, какая церковь красивая, да, прям. А вот это Русь. Именно здесь, у Ивановской башни, Кузьма Минин читал нижегородцам письма патриарха Гермогена, умиравшего в захваченном поляками Москве от голода. Это событие изображено на полотне художника Константина Маковского «Воззвание Минина нижегородцам». Художник изобразил момент, когда нижегородский купец Кузьма Минин в сентябре 1611 года собирал пожертвования на формирование второго народного ополчения для борьбы с польскими захватчиками. Тогда на главную площадь собрались все жители Нижнего Новгорода, и все слилось в едином патриотическом порыве. Но исторически подтвержденных сведений о данном событии сохранилось очень мало. И одно из них гласит, что знаменитое ополчение Минина и Пожарского 1612 года состоялось по довольно прозаичной причине. Денег на него жадные нижегородцы не давали. Тогда Кузьма Минин повелел взять в залог жен и детей нижегородской знати. После этого купечество раскошелилось. Картина занимает второе место в рейтинге самых больших картин в России, уступив лишь картине Александра Иванова «Явление Христа народа». Разница в 1,5 квадратных метра. Клуб как рай в Москве закрыли. Пожалуйста, все закрыто. Какие красивые церкви. Танк, состоящий из фотографий. Вы должны это были видеть. Как свидетельствует летопись, в 1221 году великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем основан был Нижний Новгород, защитой которым служили деревянные земляные укрепления. Первая попытка замены деревянной на белокаменный Кремль относится к 1374 году, но официальный первый этап строительства относится к закладке Тверской, ныне кладовой башни, в 1500 году. Потом был перерыв на целых 8 лет из-за набега татар. Кремль строился, когда был еще Леонардо да Винчи. Основные работы по сооружению Кремля осуществлялись под руководством присланного из Москвы итальянского архитектора Пьетро Франческо, известного нам по фамилии Фрязин. В соответствии с историческими данными, на просторах России насчитывалось как минимум 4 мастера с таким именем. Хотя, скорее всего, да Винчи даже и не догадывался о существовании Нижнего Новгорода. В одном только Милане, помимо Леонардо да Винчи, насчитывалось больше 40 мастеров самого высокого уровня. Всех их при своем дворе собрал герцог Сфорца. Так вот, обрусевший Петр Фрязин строил каменный Нижегородский Кремль с 1509 по 1511 года. Напомню, что строительство закончилось в 1515 году. В летописях же разброс датировок на целых 17 лет, поэтому, чтобы не вносить лишнюю смуту в ряды ученых, принято считать, что Кремль строился в начале 16 века.
промежутке вдобавок в 1513 году из-за сильного пожара вся дубовая крепостная стена была уничтожена. Мало кто знает, но сечение и расположение башен, периметр стен Кремля – это серьезная задумка зодчих того времени, основанная на вихревом эффекте. Многие отмечают большое количество ветров. В летописях описаны даже смерчи. Долго объяснять, но внутри территории происходит управление ветровыми потоками. И этот вихревой эффект был использован для защиты стен, имеющих большую парусность от сильных ветровых нагрузок или рассеивания пороховых газов для увеличения скорострельности. До сих пор не раскрыта задумка предков. Кремль – это уникальное строение и первое крепостное сооружение в Европе, где башня выступает за линию стены, наружу. Такой же принцип использован в крепости Имола, в перестройке которой принимал участие сам Леонардо да Винчи. Это очень удобно, так как можно обойти весь Кремль по всем стенам, не заходя в башни. На этом совпадение не заканчивается. Удивительным образом при строительстве Нижегородского Кремля использовался новейший способ нанесения круговой карты. По сути, это первый аналог чертежа с высоты птичьего полета. Еще одно доказательство участия итальянских мастеров – то, что он построен по принципам золотого сечения, или, как его еще называли в то время, божественной пропорции. Иррациональное алгебраическое число φ равное 1,6. И именно оно позволяло соблюдать пропорции при строительстве, что делало здания более прочными, так как в те времена строители просто еще не знали метрические системы. Есть такая же мистическая версия, по которой Кремль представляет собой некое устройство, назначение которое нам до сих пор неизвестно. Нижний Новгород процветал все время, пока Кремль оставался замкнутым. Упадок в городе наступил вместе с обрушением Зачатевской башни и ближайших участков стен в XVIII веке. Так продолжалось на протяжении 2 столетий. Все это время древняя историческая часть Нижнего Новгорода находилась в упадке. Как раз в то время, при Екатерине II, произошло выселение жителей с территории Кремля. Здесь царствовала разруха. В октябре 1834 года в город приехал ее внук Николай I. Первое, на что он обратил внимание, это заторы и пробки на территории Кремля. В частности, они создавались в Ивановской и Дмитриевской башне, где застревали обозы. На следующий день он собственноручно нарисовал пути обхода территории крепости и посоветовал создать 2 набережные. Зато как только Зачатевскую башню отстроили и периметр Кремля замкнулся, в городе произошел подъем во всех сферах культурной и общественной жизни. Большая Покровская. С 1959 года город стал закрытым для посещения иностранцев. Его проплывали на круизных теплоходах по Волге исключительно ночью, без высадки на берег. Вновь город стал открытым с 1991 года. А вот Саров, расположенный в Нижегородской области, до сих пор закрыт не только для иностранцев, но и для всех остальных. Окружной суд. Я же за рулем. Я пивка выпью. 0,5, я думаю, это как Бельгия вот это все. Советовал Вадима, я могу выпить 0,5. Это неправда, ребят. В России это не проходит. Но тем не менее, Но тем не менее, я это не сделал. Нижний Новгород стал первым городом не только в России, но и по всей Европе, где построили канализацию. В Париже нечто подобное появилось лишь спустя годы. Первое в России обеззараживание воды хлорированием было также выполнено в Нижнем Новгороде. Произошло это в 1918 году после крупной вспышки брюшного тифа. Я немножечко устал от ходьбы, но такая приятная, мега. В честь этого человека назван город Максим Горький, Нижний Новгород. Самая популярная шаурма
в Нижнем Новгороде из нее пределами. Вот она, та самая на Средном. А здесь шаурма на Средном, это другая. Две разных шаурмы, говорят, они одинаковые, не знаю. На обратном пути заехали опять к ребятам, но теперь в ту самую шаурму. Если кто хочет попробовать самую вкусную шаурму в Нижнем Новгороде, забивайте в навигаторе «та самая шаурма», и он вас приведет сюда. Говорят, конечно, она уже не такая, как раньше, но тем не менее все равно считается до сих пор самой вкусной. Мы вот так вот решили сегодня гульнуть с парскими делами. Красивый подъехал, молодой. Так, люди, смотри. Это хотел колы. Ну, это неинтересно показать на выступлении. Вот было интересно до этого. Они там хорошо себя чувствуют. Каскадор. И ветер холодит. Былые. Показывай, там песков. Где-то. А чего вы развеселились? Что, алкоголики есть? Контент очень серьезный. Мы живем в доме купеческих кровей. Я просто нашел то, что Да, прям, да. Мы живем там. Слушай, прескурантов. О, нифига себе, Элухен. 1879. Это список жильцов. Смотри, нас нету, смотри. Это название пивных напитков, мне кажется. Смотри. Отруби пшеничные, ржачные. Именно это нужно моему фильму. Элемент комедии. 15 число, выезжаем в сторону Казани. Вот он, Максим, на кухне уже переживает, что мы можем задержаться и не уехать вовремя. Ничего не заметили? Ладно, перемотаю. 15 число. А сейчас? Эта сволочь уже во мне сидела плотником. Я перед всеми хочу извиниться, перед нашей компанией, перед людьми, которых я мог заразить, перед Наташей с Максом. Потому что все в итоге переболели. Ну так легко. Один я только слег в больницу с воспалением легких. Едем дальше. Картавцев фильм представляет на ютубе. Мы сейчас идем завтракать. Макс идет работать. Да, Макс? Во благо, да? А Наталья нас проводит, да? Да. Человек творческий, не работающий. Поэтому ей не важно, где она позавтракает сегодня, где будет завтракать завтра. Вот точно мы на ней, на Пескунова. Пескунов Мы уже живем, 22. мы в самом центре живем, в центральном. Идем 3 минуты, а уже 10 там Жили. Пора уезжать, пора и честь знать. Вот эта компания. Браво. В восточную кухню мы идем. Нам сказать, что здесь дешевые завтраки, но вкусные. Шикарные цены, 80 рублей. А вы снимаете 120. побольше, где вы борчите, когда вы вообще в топчике. Лангмачик 180 рублей, а у тебя после сутки яичниц 70? 80. А вы заказали, я так понял, рыбную, да? Как бы, у нас диетический стол номер 2. Есть предложение у людей на канатную дорогу. Я единственный, кто сопротивляется. Все за. Tonight I'm coming over. We can play these selfish games. Your mind is growing colder at the thought of losing me. Гринбергер совсем испортился, стал теперь российским. Но мы все равно успели взять родной еще. Мы находимся в Чувашской Народной Республике. Народно-демократический. Река Сура. Решили заехать в Чебоксары. Не интерес увидеть столицу, а интерес посидеть в букет чувашки. Вот так в Чебоксарах сушат белье. Вообще просто очень масштабный город. С Днем Республики. Таван, Серж, вместе Перле.
Завод «Букет Чувашии». До 6. Выбор здесь только вот такой, именно 12. Но всегда 3 вида на выбор. Так выглядит завод. Вон в разрезе бачок. Это хмель, наверное, здесь бурлит, варится. Мы столько увидели вот ради желания выпить пиво. Да. Букет Чувашии. Мы всего увидели. Тихо, это же я буду пить. Извини. Повтори. Очень много увидели, очень много лакшери. Гидроэлектростанция. Ну да. ГРЭС. Очень серьезная тема, очень массивная, очень большая. И, ребят, мы столько всего увидели. Не запланировано. Не запланировано. Дорогие мои телеглядачи, я в город Чебоксары просто влюбился. Я вот благодаря вот Букету Чувашии и моим друзьям, Понял. Катюне, Арамису, Болотники, Картавцев фильм, наш порный режиссер. Вот. Я вообще, спасибо вам. Марьел, давай. О, а мы Езжай. Звенигородское шоссе. Звенигородский район. Офигеть, вот она, Йошкар-Ола. Ребята, да мы всю Россию сейчас пропрем. Что, свежак? Что свежее, да. А это что вот это? Толстолобик, жерех. А сколько денег? Толстолобик 400. Это вот рыба или килограмм? Класс. Сом, а сколько сом? 550 Есть кусочек у меня 200. Вот это 200? Да. Проехав километров 10, мы обнаружили рыбный рынок. Взяли сомика, судачка. Вот такая штука. 350 рублей. Такой же рынок, только гораздо больше, есть 150 километров от Казани. Называется Зеленая Поляна, по-моему, или Зеленая остановка. Димарик работает все время, не покладая. Все время. А я им помогаю. Я им подливаю. Букет Чувашии. Смотрите, какая красота, ребят. Это средняя полоса. Здесь должен был сидеть вот этот человек. Но тяга к прекрасному перетянула это все. Самый настоящий турист. Вот кто делает дорогу. А это Казань. Начало. Так, Владимир вы смотрели, Бельгию вы смотрели на моем канале, Доминикана, Греция, это что у нас? А, вот, Казань, Свияжск. Ставим? Ставим. Для подписчиков. Нет, если ты есть в моем списке контактов, то ты счастливчик, и ты получишь прямую ссылку. Тогда только один выход – подписаться. И ты первую знаешь о выходе этого шедевра на моем канале. Даю тебе на раздумья недели 3. Почему подпишись? Потому что мой канал не в трендах. И ты, если ты сейчас в данный момент с него соскочишь, то я думаю, ты вряд ли его потом найдешь. Ну, такой YouTube. Такие правила. Подобные фильмы выкладывать раз в неделю у меня не получается. Если ты заметил, в трендах обучалки минут на 5. В формате говорящая голова. Типа, хочешь больше подписчиков? Почему у тебя мало просмотров? Хочешь плюс 1000 подписчиков на свой канал? Через 2 дня у него же на канале. Хочешь плюс 1100 подписчиков на свой канал? Или вот это, как я вышел на заработок в $5000 в месяц за месяц. А сам сидит в драной майке. 10 советов, как продвинуть. Как задвинуть, как заработать, как. Молодцы, ребята, жуют тут жвачку годами. Подписчики сыпятся, деньги капают. Молодцы. 3 раза в неделю выкладывают, только меняют заставки и свои лица, выражение лиц. Чик. А, еще и шрифт побольше. Лови мой совет. Секунд на 10. Хочешь больше просмотров? Вваливай бабки. Причем арифметическая прогрессия. Больше бабок, больше просмотров. И подписчиков это касается. Причем только цифры. Не настоящих, а цифра. Нет, факт удачи я не исключаю, он существует. Видео может выстрелить. Я на это и надеюсь. Поэтому резюмирую. Понравилось? Поставь лайк. Оставь хвалебный комментарий. Поделиться. Кривая стрелочка. Поделись с другом, подругой. И самое главное, подпишись. И не забудь нажать на колокольчик, ведь только тогда тебе придет уведомление, что вышел мой новый ролик. Ладно, все, не мешай, я монтирую Йошкар-Олу и Суздаль. Пока.